известен своим пренебрежением к так называемой китайской. И собираюсь на этом пренебрежении настаивать. Становиться еще более известным на этой теме. Я понимаю, зачем Западу выгодно пугать себя страшной китайской угрозой, потому что Америка так устроена, что если нет коммунистов, с которыми они воюют, им как-то вот не с руки. Да, им надо, чтобы в Марвел с кем-то воевал, герои Марвел, и они реально воевали со страшными коммунистами. И сначала был ужасный Советский Союз, потом просто... как это, нуминозная по силе Россия, которая за 3 дня от нас должна была с вами оставить рожки до ножки, но почему-то не случилось. И все это куча академического сообщества, военных аналитиков, частных институтов, разведки, оно все рассказывает про страшные российские угрозы, потому что их биография, их деятельность, их деньги, их пенсии, их положение, их карьерный рост напрямую зависит от того, насколько страшный враг. А если он не страшный, то что ж, как бы, то и понятно, денег не дадут, и развиваться некуда и прочее. Поэтому враг у них всегда очень страшный. И Америка из последних сил, буквально вот из последних сил, в последний момент перерезает правильный провод, и мир не взрывается, потому что китайцы, такие страшные, такие они везде проникли, везде у них искусственный интеллект, компьютерные технологии, 300 кораблей на море, множество самолетов, учения, сказали готовиться к войне, боже мой, какой страх, ужас и так далее, и так далее. Я их понимаю, этих людей. Кого? Китайцев или американцев? Да, Китай должен быть страшный, конечно же. Но хочу вам сказать, что вот какая российская армия оказалась второй армией мира, так вот, Китай – это такая же вторая экономика мира, абсолютно дутая. И не стоящая выеденного яйца при реальном столкновении с Западом. Китай силен мягкой силой, и в ней он должен оставаться. Если они попробуют дернуться в военном отношении, Запад от них оставит ручки, ножки в американцы, и в экономическом военном отношении. Простой пример. 85% американского ВВП – это внутренние покупки. Штаты торгуют со штатами внутри штата. Если если им обрубить все внешние контакты с внешним миром, они аж 15% лишатся и будут страшно мучиться. А Китай – это 85% экспорта в Европу и Соединенные Штаты. А если их обрубить, что будет с Китаем? Китаем, который сидит на растяжке между богатым восточным побережьем и нищими провинциями, 2/3 Китая, нищими абсолютно на $150 в месяц еле выживающими, и миллиардерами там направо, и миллионерами. Китай, который имеет перевернутую демографическую пирамиду из-за политики одного ребенка. И сейчас у них там на одного человека уже 4 бюджетника и пенсионера. Китай, который залез в страшные долги, внутренние и внешние. Просто свыше 300% ВВП. И вот ему только вот так подтолкнуть санкциями, даже не войной. И там начнется обвальный процесс. Китай, более того, исчерпал модель развития, иначе бы Си Цзиньпин не остался на 3-й срок. Китай грандиозные проблемы. Оттуда там начали закручивать гайки, оттуда бегут бизнесмены, предприниматели, массово бегут. Сейчас. И вот ему только войны не хватало, в таком положении. Поэтому, какие китайцы вояки? Мы же прекрасно знаем. Мы помним китайско-вьетнамскую войну. Когда малюсенький Вьетнам, еле-еле, который после войны приходил в себя, навешал китайской армии так, что они через 1,5 месяца сбежали и даже не думали. Я вам больше скажу. Опять же, пока нас никто не слышит. Есть такие люди, которые, например, следят за успехами китайской армии. И берут, например, показания съемки полигонов стрельб артиллерийских бригад китайской армии. Да. И смотрят, куда снаряды ложатся. Там же все это видно на спутниковых снимках. И есть другие показатели, но я только один приведу. И надо понимать, что такое полигонные стрельбы. Они с хорошо знакомых позиций. Когда по ним никто в ответ не стреляет. Когда солнце поют, как и светит, птички поют, стреляют на хорошо известных полигонах, по хорошо известным мишеням. Но вот эллипсы рассеивания и результаты этих стрельб, как вам сказать деликатно, не вызывают не то чтобы трепета, но даже сколько-нибудь серьезного отношения к этому. То есть не в десятку, иными словами. Мягко говоря, не в десятку. Мягко. А теперь представьте, что по ним будут еще в ответ стрелять. Где боевой опыт китайской армии, с кем они воевали последний раз? С Вьетнамом? Мы знаем, чем это закончилось. Китайцы не вояки. Поэтому, надо очень четко различать, где американцы страшно пугают китайской угрозы, и где реальная боевая способность Китая и возможность Китайской республики народной, там чего-то кому-то где-то противостоять.
Предсказываю, американцы будут очень много внимания уделять Китаю. К 27 году будут бить все колокола и кричать, что вот-вот Китай нападет на Тайвань. А китайцы будут говорить, мы сейчас как нападем на Тайвань. И все такие, вау, Китай сейчас нападет на Тайвань. Наши эксперты будут поголовно падать рядами в обморок и говорить, вот как только сейчас они нападут на Тайвань, сразу станет не до Украины, денежек нам не дадут, мы не выживем, вообще пропадем и прочее, прочее. Но это все пена. Ее можно так сдуть, дождитесь отстоя пены, знаете, и потом пить янтарную жидкость, как таковую, красивую и вкусную. Так вот, если говорить о янтарной жидкости, то будет все, как я сказал. Можно не бояться Китая от слова совершенно. Но говорить о китайской угрозе будет с каждым днем все больше и больше. Вот сразу говорю. Китай будет максимально страшным. Коварные китайские хакеры, черные лотосы будут проникать в святая святых этого мира, читать мысли президента США, управлять им издалека нейросетью, да, и заставлять действовать и прочее. А теперь, что касается Китая и Российской Федерации. Я думаю, что Китай все-таки не настолько глупый. И когда они увидели 300-тысячную концентрацию российских войск на нашей границе, которые выстраиваются в боевые порядки для наступления, они, наверное, как-то догадались, что война все-таки будет, даже если Путин ничего не говорил. Вот. Во-вторых, у них, да, я думаю, шпионов хватает самой России. Я думаю, что Путин официально, когда был на Олимпиаде, сказал, что будет меньшего масштаба вторжения. Ну, где-нибудь на Востоке повоюем, там не обращайте внимания, накажем взорвавшуюся Украину, принудим ее к миру. И опять трехсторонняя контактная группа. Слава богу, что она наконец-то закончилась. И нормандский формат. А на самом деле пошли на Киев, там и везде на юге. И китайцы так сказали, ну, как бы, вы же не то нам говорили. Сказали, ну, это же так получилось, ну, что же мы сделаем. Вот. Си Цзиньпин прервал же визит. Визит должен был быть полных 3 дня, а уехал он утром 3-го дня. Опять же, они подписали декларацию, где, по-моему, 12 пунктом числится никаких игр с ядерным оружием и все остальное. И ровно 4 дня Путин заявляет, что ядерное оружие в Беларуси. Китайцы это восприняли как плевок в спину. А если тебе партнер младший, китайцы воспринимают как младшего партнера, плюет в спину, нарушает только что заключенные договоренности, ну, какие могут быть отношения на самом деле? В этом случае. А почему Путин так сделал? Потому что он псих и хочет доиграться до того, что он настраивает против себя и Китай еще. И вот это блеяние жалкое с ядерным оружием, тактическим и страшным комплексом «Искандер», который поставили в Беларусь, чтобы он куда-то там, возможно, стрелял ядерным оружием, это все, что он мог ответить в ответ на отказ Китая поддерживать его в военном отношении. Китайцы не поддерживают. Вот поэтому и не поддерживают. Кроме того, категорический запрет на применение ядерного оружия, даже на ядерную риторику китайцы объявили. Вот и все перспективы так называемого союза. Ну, смотрите, китайские коммунисты, иранские аятоллы, которые коммунисты вообще-то считают, доктринально считают малым сатаной, и российские хапуги, да, которые золотые ёшики для унитаза делают. Ну, какой между ними союз? Это так. Там попугать Запад, часть антизападной риторики. Это абсолютно все несерьезно. То есть Китай можем вынести за скобки, условно говоря, в нашей войне. Хорошо. Тогда Китай будет очень много разговоров, поверьте. Китайская угроза. Вам все прочие эксперты, которых я, конечно, люблю и уважаю, будут рассказывать, что такая страшная угроза, что не сегодня, завтра, как этот самый. Но крайняя просьба России и Китаю, страшную тайну вам открою, 300 тысяч сухпайков. И китайцы их не дали. А еще я видел, как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал. Как же так? Его же казнили. Первый раз его для смеху казнили, чтобы он ощущениями смог поделиться с остальными китайскими писателями. А второй раз — хлюп, и все. Ох, Китай. Прямо дичь какая-то. В мою молодость цыгане на рынке продавали китайские ковры. Домой приносишь, вешаешь на стену. Днем вроде ничего, а ночью ковер зеленым начинает искриться, а на нем портрет Мао Цзэдуна в гробу появляется. Такие вот традиции. 我们都是神枪手，每个子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水。